Всем привет, с вами Леонид Вандерфото. Это наша ежегодная рубрика «Какую пленочную камеру подарить начинающему фотографу?». Итак, что изменилось за год? На самом деле новых камер на рынке особо не появилось, буквально одна-две модели. Камеры старые, бэушные, пленочные становятся дороже, и более того, они становятся все более и более ломкие, и у нас уменьшается количество фотоаппаратов, которые реально можно порекомендовать и вообще продать. Как вообще это все вычисляется? Ну, на самом деле, вы заходите на сайт wanderphoto.ru, который является самой большой фактически энциклопедией чуть ли уже не в мире по пленочным камерам. И вы смотрите, вот там, вы хотите, вот, например, ваш друг снимает на камеру Olympus Mju 2. А это, кстати, хайповая камера. Уверен, что если вы смотрите это видео, многие из вас про нее уже слышали. И тут вы думаете, она стоит сейчас на Авито 30 тысяч рублей. А у Wanderphoto ее нету. Даже за 40. Хотя у Wanderphoto магазин должен там продавать дороже, ему выгодно это. И нет ни за 40, ни за 50, да даже за 100 тысяч нет. А почему? А потому что эта камера ненадежна. Просто эта камера не просто ненадежна, а настолько как бы изжила себя по надежности, что 98% этих камер сломаны. Понимаете? То есть, когда мы занимались ими 5 лет назад, было сломано 10 из 100. Сейчас сломано 98 из 100. Ну вот все. И все, что вы хотите как бы купить и ищете их на барахолке, скорее всего, камера будет со скрытым дефектом. Ну нет больше рабочих камер. Давайте с этим смиримся. Или вы ее купите, она у вас через неделю, через 2 сломается. Поэтому мы их и не продаем. Следовательно, со многими другими камерами точно такая же история. Если вы хотите купить вот какую-то модель и думаете, все, вот хочу только именно это название, заходите на Wanderphoto, такой нету, скорее всего, это не просто так. Вам стоит задуматься. Но, опять же, я не буду никого переубеждать. Хотите купить на барахолке, удачи, зачем вам тогда такое видео? Чтобы, исходя из новых наших вводных данных, я бы порекомендовал для новичка. Конечно же, новую камеру. Новых камер немного. По качеству они so-so. Скорее, so-so-so, очень как бы так средние, потому что в новых камерах, которые сейчас выпускаются, везде пластиковые линзы, кроме одной камеры, про нее я сегодня тоже расскажу. Пластиковые линзы, это не очень хорошо, это хуже детализация, более как бы мутное изображение, это прям мыльница-мыльница. Но в новых пленочных камерах есть и плюсы. Они новые, без царапок, без дефектов, без косяков. Чаще всего они красивые, потому что их делают разноцветными. Не черное-белое, да, там не только черное-белое, а еще красное, зеленое, розовое. То есть реально хороший выбор цветов. В-третьих, гарантийность, вероятность их поломки очень-очень мала. То есть я бы для новичка рекомендовал такую камеру, а вот дальше, если человеку понравится ваш подарок или эта камера, он там отснимет 10-20 пленок, поймет, что да, пленочная фотография для него, он уже покупает интересную бэушную камеру. Давайте по порядку, по цене. Значит, первая камера, которая, кстати, высветится вот здесь или вот здесь, пока я еще не придумал, это Euroshop 606. Эта камера стоит 1000 рублей. Мы понимаем, что за 1000 рублей не стоит ожидать чудес. Эта камера без вспышки, поэтому снимать только в хорошем дневном свете. Зимой, вообще плоховато, только если прям вот утром, не знаю, до 2 часов дня, летом, почти весь день. В помещениях вообще категорически нельзя снимать. Эта камера в руках, она из пластмассы, она хрустит, трещит, но она работает. Мы продали больше 2000 таких камер, и количество дефектных бракованных камер, где-то типа 10 на 1000. Очень маловероятно, что камера ваша будет сломана, но действительно она не очень визуально надежна. Следующая камера это Sunpet Yellow, тоже пластмассовая камера, цена тоже в районе 1000 рублей, но она красивая, она желтая, и, кстати, на удивление, она более надежная, она менее хрустит в руке, она как-то и выглядит, как-то более плотный материал, что ли. Опять же, нет вспышки, да, поэтому только дневной хороший свет. Едем дальше. Одна из самых популярных камер, на которую у меня целых 2 обзора на нашем канале, это Kodak M35. Этих камер в России навалом, у нас в Wanderphoto тоже они есть, на Озоне мы их продаем, если кому-то удобней. Значит, в чем суть? Эта камера пластмассовая, с пластмассовой линзой, но со вспышкой. Да и в принципе сделана она добротно. Много разных красивых цветов. Это хорошее решение, и я лично на нее очень много раз снимал, меня вполне все устраивает. Следующая камера это Lomography Simple Use. Обратите внимание, многие путают, там написано Simple Use, простое использование, а некоторые думают, что это Single Use, типа одноразовая камера, а это не так. Здесь вы покупаете камеру, в районе она стоит 4000 рублей.
Но в ней уже вставлена фотопленка. Она уже вставлена, накручена тебе, то есть надо открыть коробку и можно снимать. И эта фотопленка от фирмы Lomography не дешевая. То есть фотопленка, если там возьмете какой-нибудь Lomography Purple, сама пленка стоит 2500. То есть у вас камера на самом деле дешевле пленки. Вы камеру за 1500 рублей покупаете. Но там есть вспышка, там есть цветные фильтры. И она, ну, собственно, перезаряжается. Вы отсняли эту пленку, вставили новую, накрутили, пользуетесь. Да, визуально она такая тоже хлипенькая, хрупенькая, но я лично отснял вот такую камеру буквально в 2023 году 3 пленки. К третьей пленке она стала уже такой, типа, полуразвалившейся, но я ее не щадил. Я ее возил в скутере, я каждый день носил ее в рюкзаке, таскал, я несколько раз ее ронял, но это кусок пластика, мне было ее не жалко. И она до сих пор работает. То есть, по факту, это прикольно, и вы покупаете сразу с крутой пленкой и с этими фильтрами. Фильтры, конечно, надо использовать только со вспышкой в темноте, чтобы вы понимали, если вы снимете днем с зеленым фильтром, ничего зеленым не станет. Станет только когда вы принудительно используете вспышку в помещении. Тогда у вас как бы вспышка пыхнет через фильтр и станет все там зеленый или розовый, зависит от того, какой фильтр вы поставите. Это прикольно, и это красивая коробочка, там реально, ну, красивая подача. Вот. Дальше. Reta Ultra Wide. На эту камеру также есть обзор на нашем канале. Без вспышки, к сожалению, без вспышки, но это сделала компания Reto. Это такой новый производитель, собственно, камер. И там широкий угол, то есть там 28 мм, то есть охват кадра большой. Мне очень понравилась эта камера, ну реально очень понравилась. Но по факту вы покупаете кусок пластика в районе 7000 рублей. Действительно, это дорого для такого, но она красивая, она супер маленькая, супер компактная, и вот этот широкий угол, он крутой. Посмотрите обзор, если интересно. Интересная камера, на нее стоит обратить внимание. Далее едем. Смена 8М. Мы нашли эти камеры на одном складе. Причем это было не вчера, мы нашли их несколько лет назад. Они выпущены в 93 году, они новые, коробки ни разу никто не вскрывал, ни разу. Новые камеры с чехлами, прям вот открываешь, пахнет вот этой кожи заводской, сменовской. 100% рабочие, никаких дефектов. Мы купили таких камер 2000, продали где-то уже 1500, никаких дефектов, то есть вообще не бывает брака. Это идеальная камера, это смена, это советская классика. По факту это камера для коллекционера. Это вот прям в коллекцию. Если вы скажете, я могу купить на Авито за 500, ну, вероятность того, что на Авито за 500 она будет работать, очень мала. Во-вторых, вы понимаете, что это будет совсем не новая камера, это будет кусок вообще забитый в хлам. Цена этой камеры сейчас, по-моему, тоже в районе там, от 4 до 6, пора, я точно не помню. Она стоит своих денег, и она каждый год дорожает. То есть, когда мы ее приобрели года 3 назад, вот эти камеры, мы их продавали уже тогда по 3000 рублей. Их покупали как горячий пирожок. Сейчас эта цена выросла, ну вы сами понимаете, с учетом очень многих факторов. Типа там аренда, зарплата, а если мы их продаем некоторые через Озон, то еще и комиссия Озон там почти 1000 рублей. Просто за то, что вот ты продаешь ее на Озоне. К сожалению, это так. Эти камеры еще есть, но я думаю, на следующий год их уже не будет. Так что, ребята, последний шанс. Это прям, ну, крутой подарок любителям ретро, любителям СССР или просто тем, кто угорает по таким вот камерам. А теперь эксклюзив. Такое вы можете купить, конечно, где-то в мире, но в России только в магазине Wonderphoto. Исключительно, больше нигде. Вот прям вот так вот. Как там, зуб там ломают или что. Смотрите, в прошлом году у нас была камера Kodak H35. Это новая камера, которая пластмассовая, со вспышкой. Ее суть была в том, что она делает 2 снимка на 1 кадр. То есть, если у вас пленка 36 кадров, вы можете сделать 72 кадра. Камера такая стоила в районе 8000 рублей. У нас, по-моему, еще парочку таких осталось. Как бы все прикольно, все круто. То есть ты покупаешь один раз камеру чуть дороже, но потом ты постоянно экономишь на пленке. Постоянно. Потому что у тебя кадров всегда в 2 раза больше. Купил 36, у тебя 72. Купил 27 кадров, у тебя там 54, да, получается. Купил 12, у тебя 24. Это круто. То есть ты экономишь на пленке постоянно. Она прикольная, достаточно компактная. Вот. Но чего-то, знаете, вот не хватало. И китайцы, первые, кто сообразили, чего не хватало. Они выпустили новую модель Kodak H35N. Обратите внимание, N должна быть буква. Во-первых, там новые цвета, все цвета новые. Во-вторых, там стеклянная линза. Вот это вот то, чего не хватает рынку, это хорошие стеклянные линзы. Обзор на эту камеру, к сожалению, мы еще не выпустили.
но когда-нибудь мы исправимся. Но на Ютубе, у иностранных ребят вы можете это посмотреть. Вам не нужно слушать их рассказ, вам нужно увидеть фотографии. Я думаю, вы справитесь. Это топ-камера. По факту единственная со стеклом новая, которую можно сейчас найти на рынке вообще мировом, а на российском подавно. Цена этой камеры будет примерно 12 тысяч рублей. 12, 13, может даже 14, плюс-минус. Но это мировая цена. Эта камера стоит своих денег, и она окупается. Да, ты один раз переплачиваешь за фотоаппарат, но если ты посмотришь, кодек М35 стоит там 4000 рублей, да, а это 12. Ты переплачиваешь в 3 раза. Но каждую пленку, которую ты покупаешь за 2000 рублей, ты используешь как бы вдвойне, да, в 2 раза больше кадров получаешь, и буквально там за 3-4 пленки ты вот эту переплату уменьшаешь до нуля. Это круто, согласитесь. Ну и еще напоследок, что мы можем предложить из новых камер, это Ля Сардина. Их, к сожалению, в российском рынке очень мало, ну там, не знаю, может на всю Россию штук 20 вы можете найти. Это камеры от Lomography, простые, пластмассовые, со вспышкой, которая вот так отдельно сбоку накручивается. Бывает комплектация с вспышкой, бывает без вспышки. Она крутая, легкая в использовании, она красивая, она эстетически вообще кайфовая, но их очень мало на рынке, они разных цветов бывают, можете поискать. Вот это все по факту, что можно купить новое на рынке. Если же вы хотели узнать про подборку бэушных камер, здесь, к сожалению, ребята, конкретную модель сказать нельзя. Даже у нас на сайте сейчас около, ну, наверное, 600-700 разных моделей пленочных камер, разных. Поэтому вот сказать, что круто, что не круто, нет. Могу вам сказать так. Все, что до 6000 рублей, это пластмассовая линза, и это, ну так, просто камера побаловаться. Вот если эта камера стоит от 6 там, до, допустим, 10, это стандартная камера со стеклянной линзой, которую прикольно использовать, она один раз купила и на несколько лет. Если камера стоит дороже десятки, значит там какие-то финтифлюшки добавляются, чаще всего там стекло просто лучше. Вот и все. Нет смысла привязываться к бренду. Есть сайты Flickr.com и Lomography.com, такие два известных сайта, где вы берете, вот заходим на Wanderphoto, вот вы видите какую-то камеру, там Canon BF800, копируете название и вставляете в сайт Lomography.com или Flickr.com. И видите фотографии людей со всего мира, снимающие на эту камеру, но на разной пленке. Вы видите примерно, что можно ожидать от этой камеры. И такие, окей, беру. То есть нет смысла охотиться за определенной моделью. Если ваш друг сказал, что у него камера Olympus там Trip 500, а вы увидели Trip 505, поверьте мне, это совершенно одно и то же. Просто одной нет в наличии, другая есть. Совершенно одинаковые камеры. Поэтому нет смысла привязываться к конкретному названию. Вот это самое главное, что вам нужно понять. Если же вы все-таки решили сэкономить и рискнуть купить камеру на Авито, ну, осуждать вас я не могу, но это супер, гипер, мега риск. Вероятность того, что такая камера будет работать, равна, ну, типа 5%. Если вы купите у продавца, который занимается непосредственно на Авито перепродажей камер, риск работы ее, конечно, сильно увеличивается. У него может быть там 150 отзывов положительных. Вы думаете, вау, все положительно, он занимается только камерами. Но не забывайте, такие продавцы умеют убирать плохие отзывы. Я знаю, ну, как бы, кто занимается авито-торговлей, знает, как это делать. То есть он продал камеру, она не рабочая, человек пишет отзыв с плохим, он там выжидает энное количество времени, подает очень грамотную апелляцию, и ваш отзыв удаляют. Также пару раз я лично перекупал у таких людей какие-то камеры, и бывало очень часто, что они также прекрасно не работали. Хотя продавец уверял, что у него все работает, у него 200 отзывов, все круто и так далее. Совершенно такой же риск. Но не забывайте, что Авито продавец не несет никакой ответственности. А если вы купите камеру в магазине, вы хотя бы получите 2-недельную гарантию. И что такое 2-недельная гарантия? Это вы должны купить камеру, если вы и отснять пленку за 2 недели. Желательно, вот если вы заботитесь о камере и о своих деньгах, вы снимаете, берете самую дешевую пленку на 12 кадров, выходите на улицу с покупкой, вставляете, вот так вот стеночку снимаете, быстренько проявляете и убеждаетесь, что все нормально. К сожалению, по-другому это невозможно. Если что-то не так, вы приходите в магазин, говорите, ребята, вот купил ее 2 дня назад, смотрите, вот фотки, не работает. Ну, типа, что-то не так. И вам возвращают деньги, вам меняют камеру, дарят пленку в подарок там какую-то.
Ну, конечно, если вы не купили пленку за 5000 рублей, какую-нибудь самую редкую, и решили проверить на ней камеры, тогда это другой вопрос. То есть обычно люди реально берут самую дешевую 12-кадровую пленку просто чтобы проверить. Это важно. В Авито такого сервиса вы никогда не получите, это чисто лотерея. Так что решать вам. Надеюсь, что мой обзор на этот год был полезный. Подписывайтесь на канал, там ставьте лайки, задавайте вопросы. Напоминаю, что конкретное название камер, конкретные я не буду рекомендовать. Это глупо, и поэтому решать вам. С вами был Леонид. Пока. Подписывайтесь на наш Инстаграм. У нас тут очень много классных, интересных фотографий, различных лайфхаков, а также мы выкладываем сторис, в которых вы можете поделиться своими фотографиями, голосовать за выбор пленки и участвовать в различных конкурсах. А также вы самыми первыми узнаете про наши акции и скидки. Будет круто. Присоединяйтесь.